Всем огромный привет! Сегодня я хочу приготовить очень праздничный, красивый и вкусный чизкейк. Готовится он очень-очень просто. Этот чизкейк можно подать на любой праздничный стол. Я думаю, он порадует не только вас, но и ваших гостей. Все гости будут просто в восторге. Давайте начнем готовить. Значит, для приготовления мне понадобится 4 яйца. Я отделила желтки и белки отдельно. Теперь в белки добавляю щепоточку соли и взбиваю до пышной пены. Вот до такого состояния я взбила белки. Пока убираю в сторону. Теперь беру желтки и всыпаю сахар. И буду взбивать до белой массы. Итак, взбила желтки. Посмотрите, масса побелела. Сюда я добавлю молоко комнатной температуры и подсолнечное масло. Слегка перемешаю. Теперь добавлю муку. Здесь у меня мука, какао-порошок и разрыхлитель теста. На маленькой скорости перемешаю. И теперь где-то в 2-3 приема буду добавлять белки. Очень аккуратно. Сначала немножко возьму. Тесто готово. Теперь переливаю в форму. Ну что, тесто равномерно распределила, и теперь ставлю в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 20-25 минут. Ну что, корж готов, выпекался 22 минуты, теперь я его оставлю полностью остывать. Теперь остывший корж мне нужно разрезать на необходимые кусочки. Итак, я разрезала вот на такие прямоугольные кусочки. И этот корж у меня остался, он мне тоже понадобится. Я его пока тоже убираю в сторону. И теперь подготовлю суфле. Значит, для самого суфле я буду использовать сливочный сыр. Кстати, это у меня домашний сливочный сыр. Посмотрите, какой он у меня. Если кому интересно, то напишите мне в комментариях, ставьте лайки под этим видео. Запишу вам ролик с рецептом сливочного сыра. Получается он очень-очень вкусным, отлично подходит для чизкейка. Посмотрите, какой он нежный.
В общем, буду использовать сегодня домашний сливочный сыр. И мне понадобятся сливки. Как готовить сливки я показывала на своем канале. Ссылку я оставлю под роликом. Кто не смотрел, может посмотреть. Если у вас в магазине не продаются сливки, то вы можете спокойно приготовить их дома. Для начала я буду взбивать сливки. Сливки я не буду взбивать до прям готового крема, мне нужна жидкая масса. Все этого вполне достаточно. Пока убираю в сторону сливки и буду взбивать сливочный сыр. Теперь я возьму сливочный сыр и добавлю сахар. Я добавляю 100 грамм сахара, но если вам покажется менее сладким, то вы можете чуть больше добавить. Слишком долго взбивать не надо, достаточно где-то секунд 40. Главное, чтобы сахар перемешался со сливочным сыром, этого хватит. Теперь сюда я добавлю растопленный желатин, я его заранее замочила. Перемешаю. И сюда добавлю сливки. И перемешаю на маленькой скорости. Немного крема возьму в кондитерский мешок. Ну и наконец-то мой самый любимый момент — это собирать торт. Я взяла свою форму, здесь у меня пищевая пленка, мне будет так удобнее потом переносить на тарелочку. Ну что, я промазала коржики слегка, и бока, и вверх. Теперь немного суфле выливаю в центр, разравниваю и сверху выкладываю сердечко, которое у нас осталось, ровно по центру. Разравниваю. Ну все, ставлю в холодильник, пусть остывает. Посмотрите, как красиво смотрится в разрезе. Я думаю, смотрится просто шикарно. Вы обязательно его приготовьте. Пишите свои комментарии. Всем приятного аппетита и всем пока-пока.